Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Второй прогноз. Июнь-июль 2025 года. Момент перехода между прошлым и будущим. Назовите это еще и судьбоносным шансом. Так вот, к чему же все идет? Давайте узнаем, к чему все идет. И за счет планетарных астрологических транзитов лето для нас открывается добрыми тенденциями июня месяца за счет перехода планеты Юпитер в знак зодиака Рак. Это очень гармоничное время, и одновременно для нас открывается судьбоносный на самом деле шанс что-то изменить, согласовать, договориться, помириться, либо что-то прояснить или оформить документально. И самое главное, это время не будет длиться вечно. И где-то в июле мы уже это можем прочувствовать, потому что у нас тоже другой транзит, планета Уран в Близнецах. Мы можем даже чувствовать, словно неведомая сила заставляет нас принимать какие-то важные решения. Или неожиданности могут быть, это правда, особенно по части информации, каких-то сообщений, внезапных, может быть, известий каких-то. И ломаются, мы можем даже чувствовать, что словно неведомая сила нас ведет как раз дорогой судьбы, ломая, с одной стороны, какие-то шаблоны, и с другой заставляет измениться нас самих или даже начать заниматься тем, чем мы прежде не планировали, или несколько переиграть свои позиции, передумать. И вот эти 2 месяца поистине судьбоносны тем, что у нас есть шанс много изменить. Конечно, все зависит от нас самих. Но помним, что жизнь не бывает полностью предсказуема и порой напоминает игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. А я приглашаю вас на свой сайт, и я оставлю ссылки в описании под видео. У меня как есть и планетарные гороскопы, так и статьи по психологии. Перейдите, кому интересно, прочитайте, я думаю, какие-то подсказки будут. А у нас сегодня колода 78 дверей. Принципиальное значение – это двери. Открыты, закрыты. Давайте узнаем. И останемся реалистами, всегда к этому призываю. Итак, достанем первые 3 карты, они у нас будут называться энергии июня. Какие, мои дорогие овны, двери будут перед вами открыты? С чем это будет связано? События будущего, мы говорим, или ближайшего, можно так сказать, будущего, поскольку июнь уже практически на пороге. И энергии июля, отдаленного будущего события, да? Какие двери будут перед вами открыты? Какие возможности? Ну и чтобы как-то это все связать воедино, достанем 3 карты, которые будут соответствовать, к чему же это все идет, зачем это было нужно. Или какой-то тут нам шанс важно не упустить, как судьбоносный какой-то момент, день, может быть, или событие. Перемешаем колоду. И достанем еще несколько карт. В каких сферах жизни вам придется принимать важные решения? Что уйдет? А что придет взамен? И хочется достать карту поездки, переезды, путешествия. С одной стороны, лето все-таки у нас с вами. И, может быть, и какие-то недалекие путешествия. Или вы едете на отдых, или у вас на кону что-то более глобальное. Ваши проекты, ваши достижения. И достанем еще одну карту. Что будет дальше? Можем рассматривать как совет. Или вот так, знаете, немножко попытаемся заглянуть вперед. А действительно, что там будет дальше? К чему же? Вот все то, что у нас где-то будет июнь, июль, 2 месяца мы смотрим, август в других энергиях. И знаете, у нас в течение лета много что может меняться. Поэтому тут и долгосрочный такой прогноз я решила все-таки не делать. Да, вот в такое время мы с вами живем. Ну, давайте будем узнавать. Энергии июня. Что спешит вашу жизнь, какие двери будут открыты? Ну вот сразу 7 жезлов. И эта карта, она очень красочно обрисовывает. Недаром двери, да?
Наверное, те, которые вы сами захотите открыть, ну, а перед кем-то или для кого-то, как будто и закрыть. Глядя на эту карту, даже непонятно, что собрался делать человек. Не то он открывает, не то он закрывает. И как раз вот эта ситуация, когда мы живем среди людей, но и люди-то тоже разные. И я могу сказать, что это точно совершенно все три карты для вас обрисовывают такую палитру, как будто вы каждого будете рассматривать, ну, может быть, не совсем каждого, но многих, то в бинокль, то в микроскоп, и вблизи, и вдали. Видимо, станет вопрос о доверии, мои дорогие овны, а для кого-то из вас вы строите карьеру, вы понимаете, что нет, все-таки я хочу вообще поменять свое окружение, или мне другие задачи, мне другие интересы, а то общество, с которым я общался или общалась, ну, и нет взаимопонимания, и, может быть, уже какие-то связи как бы оборвались, вы захотите отстроить совершенно другой круг общения, и в связи с этим будут те люди, безусловно, с которыми вот словно волшебный тандем, да, у нас здесь дверь на дне бассейна изображена, и синхронные ныряльщики от того, как они в унисон друг другу, словно вот этот волшебный танец исполняют. Зависит, откроется эта дверь счастья или нет. Поэтому вы определенно, это первая карта, вы будете людей надежных выбирать, четко просматривать, может быть, если вам предложены какие-то договоры заключить, документы, все-таки пентакли, здесь могут быть и деньги, но и важные документы. Потому что мы как будто не можем в чем-то ошибиться. Вот именно какая-то синхронность, нам приходится договариваться. И, может быть, в какой-то сложный период вы понимаете, что да, на самом деле люди могут говорить многое, но не всегда они готовы это исполнять. И вы именно хотите тех людей вокруг себя, которые не только что-то говорят или обещают, а еще готовы либо оказывать содействие, либо взаимодействовать с вами. Но есть и те, от которых точно захочется закрыться. И мы часто говорим с вами, что семерка жезлов – это когда мы внутренний дзен сохраняем. Как будто вообще будет интенсивный период, когда самые разные, может быть, люди, может быть, разная сфера общения даже на разных языках у кого-то проиграется. И мы себя в тираж не должны пустить, мы должны сохранить именно то намерение, цель, что мы хотим осуществить, быть, по сути дела, центральная карта на своей волне. Кому-то мы откроем дверь, ну а для кого-то закроем. Причем вы это сделаете очень красиво. Вам не захочется, вот смотрите, все три карты где-то говорят и об общении, и о самосохранении. И вот эта карта, она и говорит как раз о том, что не хочется, как и, знаете, работать, например, в пустоту. Не хочется говорить. Может быть, прежде вы какие-то контакты поддерживали, ну, по разным причинам. А теперь либо с позиции устал слушать всякую ерунду, может быть и так, вот между прочим. Когда просто вы за этот период сами меняетесь, понимаете? И то, что прежде для вас было, к примеру, интересно, здесь перестает вообще интересовать. И, может быть, некоторые события из прошлого как раз и заставляет так элегантно, гармонично перед кем-то закрыть двери. Или самому отступить полшага назад, ну и буквально во что-то не ввязываться. И следующая карта, девятка жезлов, нам человек конкретно двери несет, который он сейчас поставит в свой новый дом, да, или тот дом, который... Вот раньше он как будто был без дверей. Вот тут его семья, но он укрепляет свои позиции, по сути дела, строит, обустраивает свою жизнь, строит цитадель, можно сказать и так, чтобы он мог, если это необходимо, чувствовать себя в надежном месте. Себя словно обезопасить от тех, с которым не хочет продолжения общения. Или от каких-то дел закрыться и продумать, как, может быть, выйти из создавшегося положения. Но по этой карте мы, как будто, если мы про двери говорим, это сделать совершенно необходимо. В этой колоде нам как раз об этом и говорят, ведь дверей-то еще нет, она еще будет только поставлена. И если в классических колодах Таро тут наоборот, мы как бы выходим из зоны ограничений, то тут я не могу сказать, что вы
в зоне этих ограничений, но вы, правда, фильтруете окружение. Может быть, и те дела, задачи. Вы никуда не торопитесь, кстати. Месяц июнь для вас достаточно спокойный. И энергии как раз вас и призывают быть добрее к самому себе, мои дорогие овны. Куда-то не торопиться и уделять внимание как и людям, так и делам, которые имеют смысл продолжать, имеют какой-то прогресс. И, безусловно, которые этого заслуживают, и одновременно дела, которые могут перерасти во что-то более стоящее. Здесь по нарастающей идет энергия, и поэтому никакого просчета быть не должно. Ну и, собственно, карты это не транслируют. Энергия июля. Видимо, это совершенно необходимо, потому что, посмотрите, туз жезлов. Нам тут маг показан, который пассами откроет вот эту дверь, которая ему необходима. Как будто для вас закрытых дверей-то ведь и нет. Вы как парольное слово знаете, мои дорогие овны, или знаете, как подступиться к решению того или иного вопроса. Может быть, какие рычаги влияния или ваших связей, я такое тоже допускаю, нужно пустить в ход для того, чтобы решить тот или иной вопрос. По тузу жезлов, энергии июля вам как раз и говорят, что главное овну чего-то захотеть. Вполне вероятно, но, видимо, будет окончательно какой-то итог, потому что по 8 кубков это не только итог, но это выбор. А если выбор, это значит мы избираем один какой-то путь, а в противоположный мы уже точно не пойдем. И в этой колоде имеется в виду второй, это как будто возврат к прошлому. Вы идете вперед. Давайте посмотрим следующую карту. Десятка пентаклей по максимуму. Здесь как и вопросы денег, вопросы жилища, вопросы семьи, вопросы вашего социума, положения в обществе. Это все то, что я говорила где-то по июню, вот эти задачи. И уже десятка, это как итог, опять же. Это вы получаете реализацию либо своего проекта, либо как-то очень быстрыми темпами можете что-то создать, решить вопрос. У кого-то, может быть, даже переезд. Или вы будете искать, можете, по крайней мере, потому что есть, вот у нас есть и позиция, мы ее посмотрим, поездки, переезды, путешествия. Может быть, кто-то и ненадолго собирается куда-то уехать. А я допускаю, в июле даже может неожиданно сложиться такая ситуация. Или вы собирались уехать ненадолго, а вам придется задержаться. Или вы где-то можете это предчувствовать. Поэтому как и стабилизировать будете свое положение, те какие-то вопросы, которые у вас стоят на повестке каждого дня, именно в сторону прогресса, возможностей. Вам не захочется упустить даже малейшей этой самой возможности, потому что уже как будто прошлое потеряло для вас всяческий смысл и интерес. Вы определяетесь с тем, что вам дорого, может быть, это и компаньоны по работе, вполне вероятно, или с работы вы тут тоже можете определиться. И, по сути дела, это время вашей силы, когда вы для себя можете что-то очень хорошее совершить. Может быть, как период подготовки у вас идет июнь, вы словно прицеливаетесь, да, для того, чтобы попасть в яблочко или что-то сделать наверняка. Уже не хочется, знаете, как я уже говорила по 7 жезлов, тратить время или говорить в пустоту. Здесь время конкретных действий и реализации. Давайте узнаем момент перехода, с чем это будет связан. Посмотрите, у вас 2 туза. И здесь нам рождение ребенка показано, да, туз кубков – это наполненность. Кто знает, мои дорогие девочки, для кого-то это будет, если это соответствует вашим желаниям, ну и возрасту, понятно, тоже, стать мамой. Ну вот по части личной жизни здесь могут быть и такие планы. Для кого-то из вас это просто вопросы личной жизни, для кого-то это творчество и, опять же, реализация. Жезлы всегда это дела, работа, бизнес, документы. Туз кубков – это у нас эмоции практически через край. Это где-то исполнение желаний. И между июнем и июлем я уже где-то обмолвилась, что правда – это время вашей силы, время исполнения желаний. Но замечтаться нельзя. Вот, наверное, по июню есть все-таки некоторые моменты, которые требуют вашего пристального внимания. Это вы можете за кем-то наблюдать, но это и за вами могут точно так же наблюдать. И по пажу мечей мы должны какую-то правду, истину узнать. Поэтому, видимо, вот этот переходный период,
Он как раз и необходим для того, чтобы перед тем, как вы сделаете какой-то окончательный выбор или вывод, да, вы должны все четко просчитать. И я говорила, кто-то может поехать далеко и думать, что на время, а окажется надолго. Или, может быть, вы вообще тут пересмотрите, к примеру, как работу, связанную с командировками. Ну, или сам по себе переезд куда-то в другую местность. Возможно, это для кого-то необходимо, но будьте внимательны, потому что здесь, с одной стороны, вам будет помогать между июнем и июлем, да, и вот эти вот 2 месяца, когда вы кому-то не даете обещаний, вы не должны себя сковывать какими-то обязанностями, чтобы не согласиться на то, что завтра для вас будет как стоп, барьер какой-то. И почему так говорю? Карта отшельника– это карта независимого человека, который идет сам по себе. И не случайно в этой колоде карт, посмотрите, дверей нет. И, кстати, паж мечей тоже, дверей нет, по сути дела. Туз кубков, наоборот, да, тут рождение ребенка, то есть тут тоже сами по себе двери открыты. Но есть некоторые позиции, когда нужно быть, с одной стороны, гибким или мудрым, а с другой еще и где-то слушать свою интуицию. И по аркану отшельник тоже нет дверей, но есть зато соблазны, которые вот пытаются увести с пути истинного. И вы можете столкнуться с теми людьми, которые вам что-то пафосно будут предлагать или говорить о том, что проект на 1000% какой-то вау такой выигрышный. И тут будет важно не замечтаться. Вот именно продолжить какой-то свой путь. Может быть, и соединять вам придется возвышенное и земное, но, мои дорогие овны, есть все-таки какая-то задумка, может быть, даже мечта, которую вы должны осуществить. А может быть, это даже ваша миссия. И в ней будет не материализм на первом месте, а именно вы сами и то, что вы хотите осуществить. Вот это будьте к этому внимательны, потому что как будто вот тот план, который вы именно себе поставите как задачу, может быть, на июнь и на июль, вам придется пройти в одиночку. И отшельник, мудрец, к вам могут обращаться за советом, но и вы где-то вынуждены что-то детально продумывать, может быть, для того, чтобы совместить внешнюю обстановку или какие-то у каждого свои тут условия и ту цель намерения, которую вы себе поставите. Для вас нет ничего невозможного. Но это не то, что падает нам как с небес манна, да. Все-таки отшельник говорит о том, что это ведь дервиш, по сути дела, да. И вот именно это духовное или возвышенное. Назовите это как ваша мечта или какая-то цель. И пусть вы сейчас пока не можете вот прямо завтра ее достичь, но по аркану отшельник нам говорят, ты от этого не отказывайся. Как будто все равно продолжай. Мысль, кстати, материальна. И это доказано квантовой физикой. Если мы даже сегодня в чем-то не видим выход, и это вам как подсказка, кстати, между прошлым и будущим. Это не повод отказываться от своей идеи или от своей мечты, мои дорогие овны. Это повод лишь просто искать информацию, думать об этом каждый день. Поверьте, и нужные люди найдутся, и нужные двери откроются. Можно расценивать как карту совет. Давайте будем узнавать, в каких же сферах жизни вы будете принимать важные решения. Вопросы дома и информация все-таки. Вы будете слышать разную информацию, может быть, поэтому и отшельник. Вот смотрите, у нас человек словно с кувалдой собрался вот эту кладку вместо двери разрушить, а карта нам говорит, а не факт, то, что ты там увидишь, тебя вдохновит. И вот все то, что я говорила, как раз и говорит, что вас могут втягивать в какие-то решения дел, вопросов или в какие-то проекты, куда вам, мои дорогие овны, совершенно не нужно. Да, вы откроете эти двери, у вас как будто хватит сил, нам человек показан, ну, вполне, вот от одного удара разлетится вся эта кладка. Но, опять же, ведь не факт. В том, в чем мы будем принимать участие или куда мы будем стремиться. Вот если, да, так вот поставить какой-то реванш, или когда, я вот сейчас вроде как чувствую в себе силы, возьмусь я за этот проект. А тут не только все с позиции силы, тут еще с позиции мудрости.
задавайте себе вопрос, а надо ли? Потому что, правда, мы спросили, ну, в каких сферах жизни вы будете принимать важные решения. Вы будете грамотно работать с информацией, по крайней мере, карта нам это дает совет такой. Давайте узнаем, с чем это может быть связано. Потому что 1000 неожиданностей по рыцарю жезлов. И он, кстати, готов. Для кого-то из вас, правда, проиграется необходимость, может быть, недалекой поездки, потому что сложится удачно так обстоятельства, или время будет способствовать. И по этой карте мы не можем это отложить на потом. Сами по себе неожиданности, они могут быть. И поэтому нам не говорят, опять же, какая сфера жизни, но... жезлы, дела, работа, бизнес или, к примеру, пусть это документы. Документы могут быть и по личной жизни, когда нужно что-то оформить. Может быть и по части дома, для кого-то это контракты по работе, а у кого-то это может быть и брачный, да, договор. Тут вот по-разному. Поэтому перед тем, как подписать какой-то документ, тут нужно хорошенечко все продумать и просчитать. Рыцарь кубков. 2 рыцаря. Мои дорогие овны, драйва будет достаточно, видимо, как в июне, так и в июле. И тут тоже, вы знаете, многое будет как на эмоциях строиться. Все карты почему-то вас несколько останавливают. Ведь это тоже рыцарь кубков, да. Это вдохновение, приток жизненных сил, оптимизм. Здесь комплименты, радость, знаете, подарки. То есть очень приятная карта. Но она не говорит, что это будет длиться вечно. Она скорее... нам дает совет вдохновись моментом каким-то, но не думай, что это будет длиться вечно, или конкретно, может быть, у кого-то новое знакомство в неожиданной обстановке, и вам понравится человек, а карта нам говорит, не торопись, и еще паж жезлов. Но смотрите, рыцарь, как и паж, это некоторая незрелость или начальные какие-то первые шаги, или люди, которых мы еще хорошенько не изучили. Поэтому куда-то вас карты все-таки призывают не спешить или не растрачивать собственные силы попусту, или не подписать буквально какие-то контракты, договоры и сделать это на эмоциях. По пажу жезлов что-то тоже нужно. Сначала разобраться, дверей закрытых нет, перед вами откроются все двери. И девушка нам как будто открывает дверь, да, она видит... вот этого пажа, у него за спиной подарок. Обратите внимание, вроде бы она радостная, но двери она ему широко не открывает. Вот это можно воспринимать как совет, мои дорогие овны. И вот эта карта-то тоже, обратите внимание. 2 даже карты. Если мы рыцарь жезлов, вроде врата открыты, да? Вот они открылись и именно из ворот. Как будто старый замок, заброшенный какой-то или крепость. Вылетают птицы. Птица – это информация противоречивая, какая-то хаотичная. И вроде двери-то открыты, а вот что со всем этим делать, пока непонятно. Второй у нас рыцарь тоже, посмотрите, водопад, такой холодный душ. А вот как раз за ним и находится дверь. То есть мы можем стартануть туда, почему нет? Но не факт. Пройдя этот холодный душ, то, что мы увидим, как вход в грот, опять же, нас обрадует. С первой карты, да, вот я уже... поясняю, и тем не менее карты говорят об одном и том же. Значит, будьте осторожны. Значит, что-то, знаете, может словно надеть на вас розовые очки. Или вы будете в таком состоянии души, или, может быть, это какой-то приток вдохновения, радости. А на эмоциях, как со знаком плюс, так и со знаком минус, нельзя принимать важные решения. Поэтому у нас карты, вас точнее, мои дорогие овны, не принимайте решения, любое, основанное на эмоциях. Пусть это даже будет что-то радостное. Переспите. Вот есть такая фраза, как совет. А утро вечера мудренее. Здесь могут действительно эмоциональный фон вам помешать. Что уйдет? Ну вот пусть и уходит. По 8 мечей это у нас искаженное восприятие. И нам девушка... показанная, словно, да, вот она себя чувствует беззащитной. Обычно участки тела это как раз об этом и говорят. И какая-то субстанция, которая ей так кажется, кружит над ней. Это словно мы проснулись после какого-то затяжного летаргического сна, и нам нужно адаптироваться к реальности. И в первую очередь нам нужно открыть глаза. Я уже об этом несколько раз говорила. Но, видимо, какая-то неопределенность, путаница, мои дорогие. Может быть, как ваша обособленность.
И вполне вероятно, для кого-то это вы приняли решение сузить какие-то контакты. Но даже если было у кого-то предательство или какие-то сложные эмоции, эта карта говорит дважды, тогда открывай глаза. Ты не можешь от себя или себя как будто отделить от общества. Мы с вами живем в обществе. Это не повод сузить горизонты собственного общения или своих намерений и целей. Это повод лишь быть внимательнее и что-то продолжать с большей осознанностью. Но в принципе вот такая разобщенность или какая-то путаница, или то, что нам казалось буквально искаженное восприятие, это уходит. Вы более конкретными становитесь, более продуманными, мои дорогие овны. И это, безусловно, во благо. Что ж придет взамен? Тройка жезлов, карта будущего. Четкие какие-то позиции. Нам маяк показан. Для кого-то из вас построить карьеру, для кого-то переехать далеко. Для кого-то, может быть, словно у нас маяк, башня, решить вопросы по части вашего жилища, имущества. Может быть, свой бизнес как-то реструктурировать с учетом будущих тенденций. Очень добрая карта. Она, кстати, тоже говорит, что перед тем, как мы на что-то решаемся, мы продумываем. И это не значит, что мы взяли паузу до бесконечности. Нет, может быть, у кого-то это будет буквально несколько минут. А физиологами подмечено, что мозг наш принимает как компьютер в считанные секунды. 15 секунд нужно мозгу для того, чтобы принять решение. А думать мы можем 15 дней, 15 недель. Поэтому даже если мало времени на обдумывание, и тем не менее какую-то минуту для себя выделить, потому что у вас что-то кардинально новое стоит на пороге. Возможности к вам идут буквально в руки, и двери открываются. Дверей-то ведь нет, обратите внимание. И у вас вот эти два туза. О добрых энергиях и о возможностях говорят тоже. Не упустите чего-то, мои дорогие овны. Поэтому будущее уже на пороге. Поездки, перемещения, переезды. И туз пентаклей, еще один туз. 3 шикарных туза, мои дорогие овны. Это исполнение желаний, это, по сути, получение денег, построение бизнеса, построение личного творчества. Может быть, для кого-то даже с нуля. Нам изображена женщина, которая держит ключи в руках. Вот обратите внимание, дверей много, возможностей много, ключи в ваших руках. Поэтому куда вы намереваетесь переехать или что вы собираетесь делать, словно высшие силы вам в помощь. И правда, как июнь, так и июль. И для кого-то из вас, я говорила, да, вот по энергиям, вроде июнь такое более гармоничное, спокойное время. А у вас, вот если мы смотрим 3 карты, хотя мы все разные, конечно, но, видимо, вот этот спокойный период вам дает возможность с чем-то определиться. А я вижу именно, может быть, конец июня или даже июль. И идет вот эта самая перезагрузка или ваша решимость. С чем-то вы будете конкретнее определяться. И вот этот туз пентаклей будет где-то ближе к июлю. Но кто знает, у кого-то и в конце июля. Помните, закрытых дверей нет. Для вас сейчас доброе время, благодатная почва. Если мы говорим туз пентаклей, словно зернышко, мы садим в землю, чтобы получить в последующем богатый урожай. Пусть это только первый шаг. Но вот для вас даже первый шаг может стать очень судьбоносным, мои дорогие. Не пропустите. Что же по части ваших проектов? Но определиться все-таки придется, потому что по 7 кубков это где-то есть иллюзорность. Ну, тут ведь нам как будто всего и сразу хочется, мои дорогие. И, видимо, карта вам говорит, составь тезис-план, что-то структурируй даже на бумаге. Чем четче ты видишь какие-то свои позиции, или даже на бумаге, если мы первое, второе, третье, да, вот так по пунктам расписываем и понимаем, что это не глобальный пункт, это лишь маленький пункт. Мы готовы его менять или какие-то варианты рассматривать, но тем не менее, так мозг наш опять же работает. Если мы прописали что-то на бумаге, да, пункт А, пункт Б или план А, план Б, план С, но перевели его, опять же, в тезис, какие-то последовательные действия. Тогда, глядя на эту бумагу, мы понимаем более отчетливо, что нам стоит продолжать, а что нет. Вот вам придется с чем-то определяться по вашим проектам, что требует вашего внимания, а куда даже и не нужно время тратить. Где-то мы об этом уже с вами говорили. Что же будет дальше? Ну, наверное,
с такими картами не случайно девятка кубков. Кстати, это карта отчасти ремесленника или того, кто работает сам на себя. Не случайно нам тут хозяин показан, да, буквально какой-то таверны, и вот ему человек уже несет блюдо. Он поднимает кубок. С другой стороны, это карта обеспеченного человека, эта карта напрямую говорит о хороших заработках или, по крайней мере, о каких-то возможностях. И это то, что будет продолжаться. Это уже после июля. Что будет дальше? Что ждет вас дальше? Какие-то шикарные перспективы, мои дорогие. Но ведь эта карта, и иногда это, знаете, карта эгоиста, я ее так и называю, потому что, пусть не в этой колоде, но в большинстве колод там даже человек изображен на темном фоне. Потому что он предпочитает где-то материализм, общению, к примеру, вот есть такой момент. А у вас в плане общения словно может быть такое своеобразное испытание. Мы говорили, я уже не повторяюсь. И достижение это тоже как бы есть. Поэтому, может быть, даже для вас захочется отгородиться от мира, потому что есть то, что вы достигаете на последующий период. Хотя могут и люди где-то прежним опытом вас научить, и мы об этом тоже говорили. Поэтому держите вот эту какой-то тонкий нюанс между тем, перед кем вы открываете эти двери, а перед кем вы их красиво закроете. Так вот, ненавязчиво, может быть, и уйдете из какой-то ситуации по-английски. Время важных решений, мои дорогие. И важные решения, такие продуманные, четкие для вас, открывают новое качество жизни, дорогу, которую определенно есть смысл продолжать. Быть самодостаточным человеком. Может быть, начать и бизнес с нуля. Или переложить, реструктурировать ваше личное дело, творчество на последующий период, если мы говорим, да, в течение лета, может быть, это будет август. Или, кто знает, Уран у нас задержится в Близнецах до ноября. И с июля до ноября будет прекрасное время, как, знаете, пространство, Вселенная нам может демонстрировать словно прелюдию или программу тех дел, которыми нам придется заниматься, или направлений, которыми нам придется заниматься с конца апреля 2026 года и на 7 лет. И вот здесь будут подсказки, мои дорогие. Будьте внимательны вообще к этому периоду. Словно в начале лета 2025 года вы, как маги и волшебники, открываете и нужные двери, будут возможности. Но, значит, для того, чтобы вот это чувство наполненности, чтобы вот это новое качество жизни, оно в реальной жизни воплотилось таки, вам придется быть скрупулезным в чем-то, внимательным, может быть, от чего-то и не отказываться, попробовать где-то на практике. Я это тоже допускаю с учетом двойки пентаклей, пока вы в чем-то разберетесь. И вот эта карта рыцаря жезлов. Будь готов к неожиданностям тоже, потому что возможности иногда приходят к нам совсем не так, как мы ожидали, а на кону стоит что-то очень важное. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.